Вечер был тихим, но в зале все еще витал густой аромат расплавленного сыра, свежей выпечки и орегано. Владелец закусочной, привыкший к этим запахам как к дыханию своего бизнеса, сегодня ощущал их иначе как клиент. Он вошел в заведение, пригнув голову под козырьком темной бейсболки. Старая ветровка, слегка потертые джинсы и кроссовки с пылью на подошвах делали его неузнаваемым. Он специально выбрал момент, когда основной наплыв посетителей уже прошел. В зале сидело несколько человек. Молодая пара у окна, подросток с ноутбуком, пожилой мужчина с газетой. Все выглядело спокойно. Он стал в конец небольшой очереди, скользя взглядом по деталям аккуратно разложенные салфетки, ровные стопки коробок для пиццы, яркий свет ламп над стойкой. За кассой работал парень лет 25, худощавый, с уверенной улыбкой, которую он щедро дарил каждому покупателю. Руки кассира двигались быстро, клавиши кассового аппарата щелкали, чек выезжал ровным отрезком бумаги, мелочь звякала в ладони. Все выглядело настолько отлаженно, что владелец почти почувствовал гордость. Почти. Звонок телефона нарушил ритм. Кассир, не переставая пробивать заказы, поднес аппарат к уху и заговорил тихо, но отчетливо. Владелец уловил каждое слово. Сначала разговор показался обычным, но потом голос кассира наполнился хвастливой интонацией. Он рассказывал своему собеседнику, как легко подрезает из кассы мелкие суммы, как забирает домой колбасы и сыр с кухни, и как никто даже не замечает. Он смеялся, произнося это, словно делился удачной шуткой. Владелец замер. Чек в его руке чуть дрогнул, но лицо осталось непроницаемым. В голове уже рождался план действий, холодный и четкий, без эмоций. Он дождался, пока пицца будет готова, и забрал коробку, как обычный клиент. Но вместо того, чтобы уйти, он обошел стойку, показал кассиру документ, подтверждающий, кто он на самом деле, и молча указал на дверь в офис. Разговор в офисе был коротким. Лицо кассира потеряло прежнюю уверенность. Его руки, недавно ловко работавшие с деньгами и заказами, теперь неловко складывали личные вещи в пластиковый пакет. Ключи от кассы и бейдж лежали на столе. Когда кассир вышел, дверь мягко закрылась, и в зале снова зазвучали привычные звуки шипения печи, звон посуды, негромкий смех гостей. Владелец вышел за стойку и, глядя на своих работников, подумал, что под прикрытием он может узнать больше о людях, чем за годы открытого управления. И что опаснее всего в бизнесе не те, кто снаружи, а те, кто прячется внутри под маской надежности. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.